Сегодняшний выпуск получился очень разным. Здесь будет и радость для поклонников любимой экранной пары, и история, от которой действительно замирает сердце, и закулисные признания о звездах, которых сегодня знает почти каждый зритель турецких сериалов. Джемри Байсел и Ильхан Шен снова окажутся вместе в новом проекте о Черном море. Октай Чубук впервые рассказал, как в Лиссабоне пережил остановку сердца и буквально вернулся к жизни. Хюлия Дуэр вспомнила, как когда-то пересеклись ее пути с Мирьем Узерли, Ханде Эрчел и Демет Оздемир. А дальше еще больше обсуждений. Афра Сарачиглу и Пайрас Йосмаоглу, по сообщениям прессы, отправились на отдых на яхте. Назлы Булум вышла замуж после 5 лет отношений. Чигатая Улуса заметили со Слыхан Малброй в Черногории. Амерт Рамазан Демир стал главным героем свежего номера Сабер. Дорогие зрители, устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет выпуск о любви, страхе, новых началах, неожиданных признаниях и тех самых деталях из жизни турецких звезд, которые потом еще долго обсуждают поклонники. Любимая парочка снова вместе. Именно так сегодня пишут поклонники Джемри Байсел и Ильхана Шена. И, согласитесь, в турецком мире сериалов есть такие дуэты, которые зрители запоминают не только по сюжету. Их вспоминают по взглядам, по настроению, по той самой экранной химии, которую невозможно придумать искусственно. Ильхан Шен и Джемри Байсел как раз из таких имен. На этот раз речь идет не о привычной длинной романтической драме, где герои страдают, расстаются, мирятся и снова заставляют зрителей переживать. По сообщениям турецкой прессы, Ильхан Шен и Джемри Байсел встретятся в мини-сериале проекта «Готерка», который будет посвящен Черноморскому региону. Проект получил название «Маршрут моего сердца. Черное море». Уже само название звучит так, будто зрителям обещают не просто красивые пейзажи, а историю с дорогой, воспоминаниями, чувствами и внутренним выбором. «Готерка» — это необычный сериал в классическом смысле. Такие проекты создаются, чтобы показывать красоту Турции через знакомых и любимых актеров. То есть зрителю предлагают не сухой туристический ролик, а маленькую историю, где природа, атмосфера региона и популярные звезды работают вместе. А Черное море – это вообще отдельный мир. Туманные горы, зеленые склоны, старые дома, узкие дороги, дождь, чайные плантации, сильные характеры и особая меланхолия. Для турецких сериалов этот регион всегда был очень эмоциональным. Там даже пейзаж будто играет свою роль. Производством мини-сериала займется Хан Медиа, компания Талгахана Саишмана. Режиссером указан Кечи. А значит, проект, скорее всего, будет снят красиво, с настроением и с акцентом на атмосферу. Но больше всего зрителей, конечно, зацепила не туристическая часть, а именно воссоединение Ильхана и Джемри. Потому что для поклонников это не просто две фамилии в актерском составе. Это повод снова вспомнить их экранную пару и снова задать тот самый вопрос, получится ли у них снова передать ту легкость и теплоту, за которую их однажды полюбили. Так что новость о Джемри Байсел и Ильхане Шене можно назвать одной из самых приятных в этом выпуске. После тревожных сообщений о здоровье Джемри поклонникам особенно хотелось увидеть ее имя в спокойном и красивом контексте. И, кажется, такой контекст появился. А теперь новость, после которой многим зрителям стало по-настоящему не по себе. Октай Чубук впервые откровенно рассказал о том, что пережил около 2 месяцев назад в Лиссабоне. И это не та история, которую можно подать легко или как обычную светскую новость. Потому что речь идет о борьбе за жизнь. По словам актера, в Лиссабоне у него остановилось сердце. Он сам сказал, что, по словам врачей, на короткое время потерял жизнь, а потом снова вернулся к ней. Такие слова невозможно читать спокойно. Особенно, когда речь идет о молодом актере, у которого, казалось бы, впереди работа, планы, проекты, путешествия, новая жизнь. А потом внезапно все останавливается в 1 секунду. Октай признался, что не знает,
почему это случилось именно с ним. И не знает, как теперь сложится его дальнейшая жизнь после пережитого. Но одну вещь он сказал очень ясно: ему повезло, потому что он все еще здесь. В этих словах нет показной драмы. Наоборот, они звучат почти тихо. И именно поэтому так сильно трогают. Когда человек переживает что-то подобное, он уже по-другому смотрит на жизнь. То, что вчера казалось обычным, сегодня может стать подарком. Утро, звонок близкого человека, возможность выйти на улицу, просто дышать – все это вдруг перестает быть чем-то само собой разумеющимся. Для поклонников эта новость стала большим потрясением. Многие привыкли видеть актеров в красивых образах, на съемках, фотосессиях, на премьерах. Но за этим всегда остаются живые люди. Со страхами, болезнями, слабостью, неизвестностью и моментами, когда рядом нужны не камеры, а врачи, семья и настоящая поддержка. Важно и то, что позже появились обнадеживающие сообщения. Состояние Актая улучшалось, а операция, о которой писали турецкие СМИ, прошла успешно. Но даже при хороших новостях такая история не забывается быстро. Сегодня поклонники желают Актаю Чубуку полного восстановления и спокойствия. Не только вернуться к работе, но и вернуться к себе. Потому что после такой границы человеку нужно время. Не только телу, но и душе. И, возможно, его слова стали важными не только для его фанатов. Они стали напоминанием для всех нас. Иногда самое большое счастье – это просто быть здесь. Следующая история – настоящая закулисная находка для тех, кто любит турецкие сериалы не только по готовой картинке, но и по судьбам людей за кадром. Актриса Хюлия Дуер рассказала о том, как в ее жизни появлялись Мирьем Узерли, Ханде Эрчел и Демет Оздемир. И здесь интересно не только то, что она говорила о 3 больших звездах. Интересно то, какими они были до той славы, к которой зрители привыкли сегодня. А Мирьем Узерли Хюлия вспомнила особенно тепло. По ее словам, когда она познакомилась с Мирьем, той было чуть больше 17 лет. Тогда она еще не была той самой Хюррем Султан, которую потом узнает полмира. Она была совсем молодой девушкой, еще до огромного прорыва, до славы, до тяжелой цены этой славы. С Ханде Эрчел история тоже получилась очень интересной. Хюлия рассказала, что для одного проекта спросила у Реджепа Гюнейсу, нет ли в его окружении красивой девушки, подруги или кого-то подходящего. Он ответил, что у него есть родственница, и предложил Ханде. Вот так иногда начинается большая дорога. Не с громкой премьеры, не с красной дорожки, не с миллионов подписчиков, а с простого вопроса: есть ли у тебя кто-то подходящий? При этом Хюлия Дуер сказала о Ханде очень важное слово. Она считает, что по отношению к ней иногда совершают какие-то милые несправедливости. И объяснила, когда она впервые увидела Ханде, ее красота была особенной. Но, по словам Хюльи, дело было не только в красоте. Ханде была трудолюбивой, страстной, умной в игре и очень молодой. А Демет Оздемир Хюлия рассказала не менее ярко. Она призналась, что впервые пригласила Демет на главную роль, просто посмотрев на одну фотографию. Правда, тогда взять Демет не получилось, потому что режиссер выбрал другого актера. В этой истории прекрасно то, что 3 звезды, которых сегодня знают миллионы, когда-то тоже были только в начале дороги. Мирьем еще не стала Хюррем. Ханде еще не стала международной звездой. Демет еще не доказала, что может нести на себе большие проекты. И рядом были люди, которые просто увидели в них что-то особенное. Афра Сарачоглу снова оказалась в центре внимания, на этот раз не из-за нового сериала, не из-за роли и не из-за очередных слухов о карьере, а из-за личного отдыха. По сообщениям турецких медиа и публикациям в соцсетях, Афра вместе со своим возлюбленным Пайразом Йосмаоглу отправилась в отпуск на яхте. Для пары это называют первым совместным яхтенным отдыхом, и, конечно, поклонники сразу начали рассматривать каждую деталь.
Особенно активно обсуждали фотографии Афры в черном бикини. Но здесь важно сказать аккуратно, интерес публики понятен, потому что Афра сейчас одна из самых обсуждаемых актрис Турции. Но за красивыми кадрами все-таки стоит обычное желание человека отдохнуть после напряженного сезона и бесконечных разговоров вокруг ее имени. Последние месяцы вокруг Афры было много шума. Обсуждали ее карьеру, возможные проекты, паузу, личную жизнь, новые отношения, каждое появление рядом с Пайразом. И чем больше актриса молчит, тем больше вокруг нее строят версий. Отпуск на яхте в такой ситуации стал для поклонников почти отдельной главой. Одни увидели в нем подтверждение серьезности отношений. Другие начали обсуждать, что Афра выглядит спокойной и уверенной. Третьи снова вернулись к вопросу, когда она объявит о новом проекте. Но, возможно, главный смысл этой новости совсем в другом. Афра просто выбрала паузу. Море, солнце, тишину, человека рядом и возможность на какое-то время быть не героиней заголовков, а самой собой. И, возможно, именно это сейчас больше всего раздражает одних и радует других. Она не спешит, не объясняется, не бросается в новый проект только для того, чтобы ее имя снова было в эфире. Она просто проживает свой момент. А дальше уже покажет время, будет ли после этого отпуска новое громкое возвращение, новая роль или новый этап в личной жизни. А теперь теплая новость, которая звучит совсем иначе после всех тревожных и шумных историй. Назлы Булум вышла замуж за Дарука Каю. Пара была вместе около 5 лет, и теперь их отношения официально перешли в новую главу. По сообщениям турецкой прессы, церемония прошла в ЗАГСе района Кадыкой. Иногда такие новости особенно приятно слышать именно в мире шоу-бизнеса. Там, где отношения часто обсуждаются через слухи, расставания, подозрения и громкие заголовки, спокойная свадьба после долгих отношений воспринимается почти как глоток воздуха. 5 лет отношений – это уже не случайная вспышка. Это время, в котором люди проходят разные периоды, узнают друг друга, учатся быть рядом не только в красивых моментах, но и в обычной жизни. И когда после этого пара решает пожениться, зрители часто воспринимают такую историю с особым теплом. Конечно, поклонники сразу начали поздравлять актрису. В соцсетях появились фотографии, теплые слова, пожелания счастья и спокойной семейной жизни. Пока одни звезды скрываются от камер, другие переживают сложные разговоры, третьи только начинают новые романы, Назлы и Дарук просто сказали друг другу «да». Для нашего выпуска это очень правильная пауза. Потому что турецкий шоу-бизнес – это не только интриги и тревоги. Это еще и такие моменты – семья, любовь, верность, желание пройти дальше вместе. Чагатая Улуса снова заметили вместе со Слыхан Малбарой, на этот раз в Черногории. И, конечно, такие кадры не могли пройти тихо. Чагатай давно относится к числу тех актеров, чья личная жизнь вызывает огромный интерес, даже если сам он не стремится превращать ее в шоу. Он редко дает публике лишние объяснения, не делает громких заявлений и вообще умеет исчезать от внимания тогда, когда вокруг него становится слишком шумно. Но именно поэтому каждое его появление рядом со Слыхан вызывает новую волну обсуждений. Поклонники начинают рассматривать, вместе ли они отдыхают, как держатся рядом, кто был с ними, что означает эта поездка и почему они выбрали именно Черногорию. А Слыхан Малбара тоже давно перестала быть просто девушкой рядом с Чагатаем в глазах зрителей. У нее есть свои роли, свой образ, своя аудитория. Но романтические слухи и совместное появление с таким популярным актером, конечно, усиливают интерес к ее имени. Свежие публикации из Черногории подаются в основном как кадры отдыха с друзьями. Поэтому здесь важно не придумывать лишнего. Мы можем говорить, что пару заметили вместе, но не стоит превращать это в громкое заявление о том, чего сами актеры публично не объявляли. Чагатай всегда был актером с особой аурой. Он не из тех, кто постоянно живет на виду.
И именно это делает его еще более интересным для зрителей. Когда он появляется в кадре, все сразу смотрят. Когда исчезает, начинают спрашивать, где он. Когда рядом с ним появляется любимая женщина, обсуждения начинаются сами собой. Черногория в этой истории стала не просто местом отдыха. Она стала новым поводом для разговоров о паре, которая старается сохранять личное пространство, но все равно остается под пристальным вниманием. И завершает наш выпуск Мерт Рамазан Демир, актер, который снова оказался в центре визуального внимания. Мерт стал главным героем свежего номера журнала «Сабер». И для его поклонников это, конечно, не просто новая фотосессия. После всех громких обсуждений последних лет Мерт остается фигурой, вокруг которой всегда есть особое напряжение. Его любят, критикуют, обсуждают, сравнивают, связывают с разными слухами, но одно отрицать трудно – он умеет удерживать внимание. Даже когда молчит. Новая съемка для Сабер как раз работает на этот образ. Не на громкий скандал, не на привычный сериальный роман, а на более холодную, стильную, взрослую подачу. Мерт будто показывает другую сторону себя, меньше шума, больше внутренней собранности. Для актера после такого большого проекта, как «Зимородок», это особенно важно. Потому что зрители часто привыкают видеть артиста только через одного героя. Они долго не отпускают образ, обсуждают каждое его действие, ждут, что актер и дальше будет жить в той же роли. Но Мерту нужно двигаться дальше. И такие журнальные съемки помогают перестроить восприятие. Показать, что перед нами не только Ферит, не только герой громкого сериала, не только имя из светских слухов, а самостоятельный артист со своим лицом и настроением. Сейчас вокруг Мерта много ожиданий. Поклонники ждут новых проектов, новые роли, новые заявления. И каждый его визуальный выход становится маленьким сигналом. Он здесь, он на виду, он не исчез. Дорогие зрители, на этом наши новости подошли к концу. Пишите в комментариях, какая история зацепила вас больше всего: возвращение Джемри Байсел и Ильхана Шена, откровение Актая Чубука, отдых Афры Сарачеглу, свадьба Назлы Булум, появление Чигата Саслыхан или новая съемка Мерта? Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк, если выпуск был интересным, и обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории из мира турецких сериалов и любимых актеров.